Всем привет! Сегодня у нас будет небольшой видеоанонс. Я вам покажу свои последние новинки от производителя Deep Models. Некоторые модели я заказывал еще в конце прошлого года, некоторые приобрел в начале этого года. Я вам вкратце покажу каждую из масштабных копий. Более детальные видеообзоры на каждую из моделей я сделаю на основном канале со временем. И первая модель, с которой мы начнем сегодняшний небольшой видеоролик, это мотоцикл EMZ M72, который копирует прототип 47 года выпуска, и это модель в варианте «Милиция». И у Дипа в прошлом году была распродажа на некоторые изделия. Я как раз взял 10 моделей, 5 моделей мотоциклов, 5 моделей легковых автомобилей. И вот так выглядит данный мотоцикл. В целом довольно интересная масштабная копия. Тираж этого издания составляет 624 экземпляра. И также здесь указан прототип на коробочке. И с этой моделью не идет сертификата с уникальным порядковым номером. Далее я вам покажу еще один мотоцикл. Это модификация EMZ M72, и мотоцикл копирует прототип 57 года выпуска. И этот мотоцикл, по-моему, в похожем бирюзовом цвете, только у него отсутствуют таблички «Милиция». Но сам по себе мотоцикл очень красивый, и мне понравилось то, что у него установлены эстонские номера. Как раз, в принципе, то место, где я и живу. Тоже довольно симпатичная масштабная копия. И у меня в коллекции есть модели мотоциклов от других брендов. Например, самый бюджетный вариант от Карарамы, который в свое время я покупал за 2-2,5 евро. И те мотоциклы вполне симпатичны. Конечно, они уступают моделям Дипа в плане проработки, но их можно смело ставить на полку. Есть мотоциклы от Спарка и пару мотоциклов ручной работы от мастерской Modelstroy. Тоже как-нибудь их вам покажу. Еще один третий мотоцикл. Это модификация MMZ M72, и модель копирует прототип 41 года выпуска. У этих моделей абсолютно идентичные коробочки. Они довольно интересного размера, небольшие. И издалека кажется, как будто это просто кусочки мыла. Но, в принципе, очень хорошо, что они не такие большие. Можно их хорошо паковать на полке или в какой-нибудь большой коробке. Тоже довольно симпатичный мотоцикл. Он окрашен в темно-зеленый цвет. И здесь также установлены небольшие сумки на задней части мотоцикла. И тоже мы его рассмотрим более детально, когда я буду на эту модель делать уже нормальный полноценный обзор. Повторюсь, не буду эти мотоциклы распаковывать, потому что, во-первых, пойдет очень много времени, а во-вторых, я думаю, в данном видеоролике это не так уж и важно. Четвертый мотоцикл – это EMZ M72, который копирует прототип 55 года выпуска. И, по-моему, этот мотоцикл с коляской, если мне не изменяет память. Было 3 мотоцикла обычных и 2 мотоцикла с коляской. И у Дипа также в ассортименте есть еще другие мотоциклы, которые появились в продаже не так давно, но я их не покупал в свою коллекцию. Возможно, потом и докуплю, чтобы продолжить эту серию. Ну вот здесь мотоцикл окрашен в песочный цвет. Как видите, у него присутствует коляска сбоку. Очень хорошо проработаны спицы колес, и это элементы с фототравления. Ну и вот так выглядит мотоцикл сверху. Далее давайте посмотрим последний мотоцикл. Это М72 с установкой 82-миллиметрового миномета. И данная модель копирует прототип 42 года выпуска. И я посмотрел сейчас в одном крупном интернет-магазине. Есть некоторые модели в продаже по очень хорошей цене. И, по-моему, 3 мотоцикла и 1 запорожец. Так что, если вы хотите приобрести какую-то из моделей, и для вас особо не принципиально, в каком она варианте исполнения, просто хотите поставить модель от Дипа на полку, можете смело взять их по этой цене. По-моему, 1999 рублей стоили мотоциклы, и это отличная цена за такой уровень проработки. Обычно мотоциклы стоят значительно дороже. Например, у Спарка в Европе мотоциклы продают за 35-40 евро. Ну вот такой мотоцикл в темно-зеленом камуфляжном
цвете. Тоже есть наименование на подиуме. И сверху можно увидеть, что здесь закреплен на запасном колесе миномет. Далее я вам покажу запорожцы. У них чуть больше упаковка. Первая модель это ЗАЗ 965АЭ Ялта, который копирует прототип 67 года выпуска. И у меня в коллекции до этого не было запорожцев от Deep Models. И эти модели я особо не приобретал, потому что были и другие хотелки на очереди. Ну и, конечно, цена была довольно высока, а по скидочной цене я решил их взять в свою коллекцию, потому что больше такой возможности, я думаю, не предвидится. И, в принципе, для истории очень хорошо иметь такие автомобильчики в коллекции. И тираж этого автомобильчика составляет 360 экземпляров. Очень красивый, насыщенный темно-синий цвет и довольно хорошее качество проработки. И эти модели я уже распаковывал, проверял на наличие дефектов. И, к сожалению, одна модель пришла не в самом лучшем виде. Это Запорожец в варианте связь. У него просто отвалилось фототравление с лобового стекла. Я не успел еще его подклеить. И когда уже будет детальный видеообзор на эту модель, то я поставлю элемент на свое место. Вот здесь валяется деталька. Она слетела просто с лобового стекла. Видимо, от перепада температур, но и, как многие из вас знают, о изделии из полимера это частая проблема, поэтому я не вижу, скажем так, большой трагедии в этом. И, повторюсь, я аккуратно потом установлю этот элемент на свое место. Тоже очень симпатичный запорожец. На мой взгляд, это самая интересная модель. И интересна она тем, что здесь получается закрытый задний отсек. И у этого автомобильчика рулевое колесо расположено с правой стороны, как у английской техники. И это сделано для удобства почтальона, чтобы он парковал свой автомобиль к бордюру, и ему было проще из него вылезать. Ну, вот тоже такой запорожец, который я хотел вам показать. И далее я вам покажу еще одного представителя этого семейства. Это ЗАЗ 965, который копирует прототип 62 года выпуска. Эта модель окрашена в очень симпатичный салатовый цвет. Тоже установлены регистрационные номерные знаки. И уровень проработки этих моделей такой же, как у ранней продукции от Neoscale Models. Есть некоторые недочеты, но в целом за эту цену, повторюсь, это отличные изделия. Если мы говорим о промышленных моделях таких запорожцев, то пока что лучшего никто не предлагает. Конечно, есть модели от мастерской ICV, но там совершенно другая цена, и там немного другое качество исполнения и, конечно, совершенно другая целевая аудитория. А эти модели вполне отличные за свою цену. Ну вот такой классический запорожец в темно-сером цвете. И это модификация 965, которая копирует прототип 60-го года выпуска. Тираж тоже 360 экземпляров. И у этих запорожцев очень много унифицированных деталей. Это тоже несомненный плюс. Единственное, на мой взгляд, немного переразмерены покрышки. Как-то я привык, что у запорожца колесики чуть меньше. Ну, хотя тоже это лишь визуальное восприятие, возможно, я ошибаюсь. И последний запорожец, который я вам покажу в сегодняшнем видеоролике, это еще один 965, который копирует прототип 60-го года выпуска. Только у этого запорожца отличается цвет. И здесь он небесно-голубой. Скажем так, более, возможно, классический. А модель сама точно такая же. Хорошие машинки, мне они очень понравились. И, конечно, если сравнивать их с журнальными аналогами, то у Дипа более качественное изделие. Но, опять же, здесь машина из полимера. В журнальной серии это металлические изделия. И покажу вам два грузовичка, которые я совсем недавно приобрел в свою коллекцию. Первая модель – это бортовой грузовой автомобиль ЗИЛ-130, который копирует прототип 72 года выпуска. И это не первые 130-е ЗИЛы от Deep Models в моей коллекции. У меня до этого был газобаллонный выставочный образец ЗИЛ-138, также
несколько поливалок. И был обычный бортовой грузовик, тоже с более поздним типом решетки радиатора, но эти модели я вам еще не показывал, как-нибудь их достану из своих коробок и сделаю на них детальные видеообзоры. А вот у этого грузовика мне очень понравился голубой цвет. Вот именно в такой схеме окраски мне и запомнились 130-е ЗИЛы. Отличная модель, есть некоторые недоработки в плане сборки и пятнышки клея, но в целом они не портят восприятие от этого прекрасного грузовичка. И второй грузовик, который я вам покажу, это вариант тип 130, который копирует прототип 85 года выпуска. И эта машина, по-моему, «Связь» она именуется, почтовый автомобиль. У него есть некоторые визуальные отличия от предыдущей модели, которая выходила у Deep Models. И главное отличие это то, что здесь наклеены логотипы «Связь РСФСР». И также установлены другие регистрационные номерные знаки, есть противотуманные фары, и на кузове наклеили белую полосочку. Тоже отличная модель, конечно, стоит она довольно дорого, и мне этот грузовичок обошелся в 120 евро. Это довольно приличная цена за такой грузовик, хотя, опять же, с чем сравнивать? Если мы берем импортные модели, то они примерно так же и стоят. Например, грузовики у NIO продавались за 130 евро. И пишите ваши комментарии, какая из показанных мною моделей вам понравилась больше всего, на какой автомобиль вы бы хотели раньше увидеть более детальный видеообзор. Если вам понравился этот видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, также вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.